Станция где здесь? Мне нужен мусоровоз. Поезд-мусоровоз. Где останавливается? Зайдите в дом. В дом зайдите. Проходите быстрее, а то пыль несет. Проходите, проходите. Простите, можно воды? Пожалуйста. Пожалуйста. Да от пыли. Хоть стаканы помыть, чё. Ужасная пыль здесь, ужасная. Вы бы хоть шарфом прикрылись. Вредно же так дышать. Пейте. Спасибо. Мусоровоз будет через час, не раньше. Посидите, отдохните. А может, хотите есть? У нас пансион, недорого. Спасибо, я не голоден. Ну, тогда чашечку кофе, пару бутербродов. Хорошо? Ну, пожалуйста. Проходите. Сюда, пожалуйста. А что это в окнах? Почему огонь? Где? А, это? Это, чтоб в окна не лезли. У нас же тут рядом резервация. Дебилы. Так они в окна лезут. Особенно по ночам. Просто жуть. Ну, а когда огонь, так они боятся. Они вообще огня боятся, вы это учтите. Вы же у нас первый раз. Да, первый. Наверное, на комбинат. Нет, на метеостанцию. Ага. А что, там хорошо платят? Где? Ну, на станции. Вы же к ним работаете. Нет, я просто как турист. Хочу пойти в музей, который затоплен во время отлива. Ах уж этот музей. Все точно с ума посходили. А что, много туристов? Да нет, как раз наоборот. Не в этом дело. А в чем? Да гибнут многие. Тонут. Они не понимают, это же море. Шутка, что ли? Мне говорили, отлив 7 дней. 3 дня туда, 3 обратно. Можно рассчитать. Ну, рассчитать. А что такое дно моря, когда вода ушла? Вы себе представляете? Это же пустыня. Очень легко можно потерять направление, сбиться с пути. Ну, а прилив он идет сразу. Большая волна идет. Не успел вернуться и конец. А если взять надувной жилет? Надувной жилет. Ну, пробуйте, пробуйте. Дело ваше. Я, конечно, понимаю. Иметь фотографии музея приятно.
Я имею в виду свои собственные, а не те, что в энциклопедии. Да можно и без фотографий. Хочется потрогать своими руками, это же все-таки история. Ну, вы ешьте. Ешьте, я сейчас принесу кофе. Он турист? Я спрашиваю. Турист. Так можно сдать ему комнату наверху? Скажи ему. Что ты молчишь? Он уже договорился на метеостанции. И что? У нас дешевле. И пансион. Скажи ему. Уже сказал. Ну? Папа, в каком вы виде? Иди оденься. Не обращайте внимания, он сумасшедший. Ну что ты всюду лезешь? Вечно вы. Дайте поговорить с человеком. Где у нас? Где? Посмотри, что делается вокруг. Я же говорю, комната на втором этаже. Ты туда давно не заходил. Вот именно, давно. Вот ты умеешь гадать по книге. Как? Вот ты мне погадай. Открой на любом месте. Ткни пальцем, только глаза закрой. И если кто мертвый придет и скажет, и ему не поверят. Как это мертвый придет? Что это значит? Не знаю. Что? Не знаю. Погадай мне еще. Господи, что есть человек, что ты помнишь о нем? И что есть Сын Человеческий, что ты посещаешь его?
Вот видите, места много, но только холодно. Может, на другой стороне дома? Там очень хорошая комната. Специально для вас приготовила. Ну, надо же. Нет, нет. Мне здесь очень нравится. Правда. Вот. Пожалуйста. Что вы, можно потом. Завтрак, обед, ужин в гостиной. Если хотите, я могу приносить в комнату. Не беспокойтесь, не надо. Ну, отдыхайте. К обеду я вас позову. Опять моду меняют. Ничего, что без звука. Вы знаете, я не люблю, когда шум. Пожалуйста. Поели? Что надо сказать? Приятного аппетита. Можете идти. Спасибо. Извините, пожалуйста, я забыла спросить вас. Если вам неприятно, они могут есть внизу, у себя? Нет, нет, что вы. А это кто? Да как вам сказать? Вроде как служащие. Собственно, дальние родственники. Да. Брат и сестра. Оба из резервации. Мы их держим как прислугу. Вдвоем не управиться, рук не хватает. Но мы их воспитываем по мере сил. Если бы видели их год назад. Настоящий обезьянник. Почему только учат их в этой резервации, не понимаю. Ничему их там не учат, в том-то все и дело. А между прочим, 40% детей каждый год рождаются дебилами. Это по статистике. Так что нетрудно предположить, что будет. Я только прошу вас, ничего не говорите при них о музее, что вы пойдете в музей. Ни в коем случае. Да? А почему? Да-да, не стоит у дебилов во время отлива религиозный праздник. Ну, жрецы и прочее. Короче, религиозный психоз, истерия. Так что возможны эксцессы. В резервации, разумеется, не у нас, вы не волнуйтесь.
Вы имеете в виду праздник веточек? Он, кажется, так называется. Да. Веточек. А вообще странно. Что странно? Да, действительно, что? Ведь дебилы боятся огня. И в то же время зажженные веточки. Тот же огонь. Ничего странного. Такова психология. Чего боятся, тому поклоняются. Ну что мы все дебилы да дебилы. Нашли о чем говорить. Вы лучше расскажите, что нового в городе. Кстати, вы в самом городе живете или в пригороде? Да. В городе, почти в центре. Ну вот, и расскажите нам, что нового. Я не знаю, что сказать. Я, по-моему, ничего нового. Я не знаю. Вам надо заготовить воду. Еду и воду, это прежде всего. А карта у вас есть? Да, конечно. Идти по дну очень трудно. Почва вязкая. Тут вообще неровное дно. Вот это место. Отсюда лучше всего идти. А что, дебилы? Они не ходят в музей? Ну что вы? Они ж слабосильные. Им это не под силу. Я ж говорю, нужна прекрасная спортивная форма. Нужна большая выносливость. 7 дней пути. Шутка ли? Не каждый здоровый выдержит. А вы? Не пробовали пойти? Зачем мне это нужно? Запах здесь неприятный, чувствуете? Химия, что ли? Да, отходы. Практически море мертвое. А как в прошлые годы? Ходил кто-нибудь? Но вообще тут многие ходят. Я про всех не знаю, а вот из тех, кто у нас жил, девица была с приятелями в прошлом году. Но эти не в счет. Они прошли полпути и вернулись. Боялись, начнется прилив. А в позапрошлом году муж с женой были. Они утонули. Я думаю, не успели вернуться, не рассчитали. А может быть, сбились с пути. Если честно сказать, тут многие гибнут. Так что вы подумайте все-таки. Что с вами? Ничего. Так просто.
Главный холм. Это центр музея. А вот холма тут как раз и нет. Скажите, а в энциклопедии? Там только рисунки. А погодите, сейчас вспомню. А почему вы решили, что холм это главное? Музей это город. Прежде всего. Город? Как сказать? Вот ведь и у жрецов в так называемых священных страницах Что? Что у жрецов? о холме, о музее. И откроется путь от всего времени к началу мира. И откроется город древний и великие тайны его. И откроется холм возле города, на котором стоит. Ну и так далее. Так сказано, значит, холм это главное. Перестаньте. Как можно всерьез воспринимать всю эту галиматью? Тексты жрецов не так уж наивны, как кажется. Я не сказал наивный. Я говорю безумный. Жрецы – те же дебилы. Только в другом варианте. Не надо тут заблуждаться. Я допускаю, что, возможно, своя культура, религия дебильная, так сказать. Почему нет? Что касается безумия, это не аргумент. Ведь и в нашей культуре есть нечто подобное. Кто хочет мудрым быть, безумным будь. А мудрость всего мира есть безумие перед Богом. Да-да, пожалуйста. Да, извините, я забыл сказать. Вам надо зарегистрироваться в инспекции. Такие правила, ничего не поделаешь. Глупость, конечно. Что, непременно сегодня? Да, сегодня. Это обязательно. А что, если не регистрироваться? Я всего лишь на несколько дней. Нельзя, к сожалению. У нас могут быть неприятности, теперь очень строго. Всем, кто хочет идти в музей, надо отмечаться в инспекции. Если бы это от меня зависело. Да-да, конечно. А где это, эта инспекция? В резервации на территории комбината. Служанка вас туда проводит. Ей туда на прививку. Так что пойдете вместе. О, кстати, нас зовут к ужину. Мы вас ждем. Да. А что это за люди у нас там в подвале? М? Это наши гости. Ах, вот как? Гости? Из резервации? Я так понимаю, гости. Так ведь праздник веточек.
А мне хозяин разрешил. Я же никогда ни о чем не просила. Вот только один раз в году. Вообще-то я действительно разрешил ненадолго, по случаю праздника. Очень гуманно с твоей стороны и очень педагогично. Может, мне уйти из дома на время праздника, чтобы не мешать? Ну, я прошу тебя, перестань. Ну, ничего страшного. Ну... Ну вот что. Чтобы ни одна обезьяна из так называемых гостей в коридор не выходила. И чтоб сидели в подвале. И никуда больше. И чтоб никакого шума и вопли я не слышала. Понятно тебе? Я поняла. Я обещаю. Приятного аппетита. Весьма благодарен. Спасибо вам за компанию. Было очень приятно. Было очень приятно и весьма даже... Весьма... Пошел вон отсюда. Тут раньше был город? Где? Здесь. Наверное, я не помню. Скажи, могу я войти к жрецам? Ну, посмотреть, например. Ты можешь мне показать, где они? Кто? Жрецы? Ну что это, храм, святилище? Как это называется? Никак. Место возле поселка за резервацией. Меня туда пустят? Нет. Что нужно, чтобы меня впустили? Молиться надо. Стену стучать? Стучать и слова повторять. Какие слова? Выпусти меня отсюда. Много раз надо говорить. И все? Все. Одна молитва, других нет. Что значит отсюда? Откуда отсюда? Из резервации, что ли? Нет, вообще отсюда. Кто это?
значит, собрались? В музей. Вот формуляр, заполняйте. Внизу напишите о возможных последствиях предупрежден. Подпись. Инспекция резервации ответственности не несет. Тоже подпись. А зачем это, собственно? Ну как, мало ли что. Утонуть не боитесь? Надеюсь, мне повезет. Некоторым везет, это правда. Но только зачем? Рисковать жизнью, чтобы посмотреть развалины, сгнившие к тому же. Ведь это же дно. Там же вонь такая вредная, наверное. Отходы, вся эта химия, она же на дно уходит. Ну, в общем, как знаете, я предупредил вас. А? Видал? Крик воды. Ты где взял? Где взял, говорю? А он 2 тонны таких на выброс. Мусоровоз сегодня. Брось, они ж как новые. Ну, я сам не пойду. Вон и... Я сейчас. Надо же, мусоровоз. Слушай, а подъем? Тебе что? Ты почему здесь? Хозяйка кричит. Хозяйка. Слышите? Страшно. Ну, если страшно, посиди здесь.
Нет, нет, лучше вы. Что я? Лучше вы у нас внизу посидите, а мне здесь нельзя, хозяйка ругает. Выпусти меня отсюда! Выпусти меня отсюда! Выпусти меня отсюда! Выпусти! Выпусти меня отсюда! Конечно, странный феномен с точки зрения психологии. Везде пишут, все говорят, экологическая катастрофа, экологическая катастрофа. Ну и что? А что в результате, я спрашиваю? Ничего. Заводы остановить нельзя, эксперименты всякие тоже. Замкнутый круг. Я, кстати, думаю, что ледники тоже не удастся заморозить. Вода будет прибывать и дальше. Это факт. Так вы полагаете, потоп? В перспективе, конечно. А что вас так удивляет? Конечно, потоп. Именно самый, что ни на есть, настоящий потоп. Но только через 50 лет. А что значит через 50 лет? Кто из нас будет жить в это время? Вот поэтому никого не волнует все это. Хотите чай с молоком? Да, пожалуйста. Чай с молоком очищает кровь. Я где-то в журнале читала. Очень полезно. Извините, пожалуйста. Я не понимаю, не трогайте меня. Это не я, это кто-то другой. Я сама боюсь, это не я, кто-то другой приходит и мучает меня. Это не я, я не знаю, я сама боюсь. Это не я, я не я. Я не знаю, это не я, это не я. Так, повторим пройденное вчера. Что создал человек за свою историю?
человек создал свалку. Не свалку, а материальные ценности мира. Город, вещи. Ну, вспомнил? Теперь повтори. Человек создал вещи. Простите, могу посмотреть карты? Пожалуйста, пожалуйста. Так, ну хорошо. Вернемся к этому после. А теперь перейдем к главному. Ну так в чем же была ошибка? Ну, вспомнил? Человек забыл самого себя. Опять ты за свое. Ну, напрягись, не расслабляйся. Ну, вот это что? Это проклятие. Ну, хорошо. Перейдем на язык метафор. Я согласен, это проклятие. А в чем оно выразилось? В каких процессах? В том, что Бог отвернул свое лицо и наступил ад. Где? Везде. Где человек, там яд. В священных страницах сказано, если ты родился здесь, значит ты проклят. Ну хорошо, понятно. Ну что еще там сказано? И еще сказано, ибо похоть твоя к удовольствию пожрет самого тебя. Ну хватит! Чтоб я не слышал больше ни о каких священных страницах. Но ты сам подумай, что это за молитва такая в стену стучать? Какие такие высшие силы? Что это за страницы такие священные? Они не священные, они бумажные. Все это бред, безумие, темнота и невежество клерикалов. Я допускаю, что в эпоху катастрофических климатических изменений, но такие настроения неизбежны. Но разумный человек должен с ними бороться, и ты это должен понимать. И чтоб я не слышал больше ни о каком боге. Нет, его и никогда не было. Простите. Я бы хотел попасть в монастырь. Вы можете проводить меня к жрецам?
начнет, и лицемерие, вот поступки твои. Осквернено будет все, к чему ты прикоснешься, живому и мертвому, деревьям и камням, воде, воздуху, к животным и рыбам. Все будет отравлено, все будет искажено, ибо похоть твоя удовольствием пожрет самого тебя. Ты превратил землю в свалку нечистот своей похоти и покрыл ее горами останков своих наслаждений. И задыхаясь под грузом своей ненасытности, все равно вопиял: мало мне. И было пророчество о том, и да свершится сказанное в пророчестве, ибо сказано: обнажится дно моря на 7 дней, и откроет оно тайны прошлого, и откроется путь от сего времени к началу мира, и откроется город древний, и великие тайны его, и откроется холм возле города, на котором стоит святыня неприходящая, и взошедший на холм будет услышан, имя же тому, кто взойдет, предсказанный. И еще было пророчество о том, это свершится сказанное в пророчестве, ибо сказано: и будет вам дан в последние дни человек, просящий за вас, и будет вам послан проситель последний за души ваши, и будет просящий за вас просить перед престолом истины на холме, и будет просьба его не по воле его, а по мольбам и стенаниям вашим. И будет он, как не знающий тайны своей и не ведающий пути своего, и будет он слеп и глух, как все живущие в последние дни, но будет дано ему чувствовать с крылья ангела своего, ибо имя ангела его есть скорбь. И да свершится пророчество, ибо сказано: в последние дни придет проситель за вас, и будет дана ему великая скорбь от рождения, и кроме великой скорби не дано ничего, ни дар пророчества, ни целения наложением рук, ни ясновидений, ни говорения языками ангельскими, ничего. Но да будет услышан он по молитвам отчаявшихся, ибо просящий за вас есть проситель последний, и других уже не дано. Аминь. Господи, выпусти нас отсюда! Вот. Плащ испачкал. Оставьте. Служанка утром почистит. Да? Спасибо. Вы что, с ума сошли? Зачем вы туда ходили? Вы что, не понимаете, чем все это может кончиться? А чем? Чем, собственно, все кончается? Ну-ну. Нет, это какое-то наваждение. У меня отпуск всего 4 недели. Одна, считайте, прошла. И где?
Стыдно сказать, на свалке. Нет, вы не подумайте, у вас очень мило. Я в другом смысле, то, что вокруг. Нет, это уму непостижимо. Вы абсолютно правы. Нам, конечно, будет грустно, что вы уедете, но, с другой стороны, я понимаю вас. Я вначале, честно сказать, был удивлен. Нормальный, здоровый мужчина в расцвете лет, как говорится, без комплексов. И вдруг такие фантазии. Музеи, все прочее, какая-то мистика. Рисковать жизнью ради экскурсии – это в сущности… Вот именно, ради экскурсии. Это же просто смешно. Да. Провести отпуск где? Погулять по свалке. Я представляю лица моих друзей в городе. Просто подарок ко дню рождения. А у вас день рождения? Да.
умоляю, я очень прошу, ну, пожалуйста, ну, пожалуйста. Ведь кроме вас тут никого больше нет, ведь никого больше нет. А я сказала всем, что вы идете в музей, все ждут, все надеются. Кто сказал? Кому? Кому? Жрецы, Ну кто ж тебя просил это делать? Ну я во всем виновата, ну бейте меня, бейте, только не уходите, я вас очень прошу, ведь нет же больше сил никаких жить, ведь кроме вас никого больше нет. Ну что ты несешь? При чем здесь я? Я прошу тебя, встань! Встань! Вы останетесь. Я иду! Мне надо идти, понимаешь? Надо идти! У меня дела в городе, понимаешь? Дела! Стой, ну! Ну что вам, мусоровоз? Ну, доедете до конца свалки, а дальше? Катера все равно не ходят. Все катера ушли в док. Как? Почему ушли? Так ведь отлив. Вы что, не знаете? А это на 7 дней, не меньше. Так и проторчите на краю свалки до конца недели. Там и жить-то негде, никакого жилья нет. А у нас пансион. Недорого. Ну да как? Хотите посмотреть комнату? А? Я говорю, комнату, пойдем посмотрим. Потом. Боже мой, какое это имеет значение? Ну, как угодно. Как угодно. Читаю. Ничего не понятно. Всю жизнь читаю. Долго ты будешь морочить всем голову? Шикалка. Тоже мне. Погадай мне. Только глаза закрой. Знаю, Господи, что не в воле человека путь его, что не во власти идущего давать направление стопам своим. Как это понимать? А? Совсем непонятно. Ты можешь мне объяснить?
плохой? Что с вами? Вам плохо? Что? Что вам дать? Что, сердце? Я не слышу. Ну что? Тоска. Такая тоска. Все предсказано. Это же тюрьма. Что? Вы же марионетки. Разбегалась истеричка. Я говорю, она с дебилов. Что? Что ты пристала ко мне? Как что? Сообщить нужно в инспекцию? Вот что? Он дебил, это точно. Беглый. Ты что? Не слушаешь радио? Они бегут из резервации, живут в городах, как бы нормальные, а на самом деле дебилы. Перестань, ну что ты несешь, стыдно слушать. Как перестань? Сообщить нужно в инспекцию, вот что. Хорошо. Хорошо, я сообщу. Все. Все? Ну иди отсюда и не лезь, Сообщи. куда тебя не спрашивают. Тоже мне психиатр выискался.
покойникам не был он, ибо сказано, от труда времени села его, и открою порождение сердца его сокровенные, и будет он как умерший, пока не протрубят трубы, избавшие его. И еще было пророчество о том, и да свершится сказанное в пророчестве, ибо сказано, и будет вам дан в последние дни человек, просящий за вас, и будет вам послан проситель последний за души ваши, и будет просящий за вас проситель престолом истины на холме, и будет просьба его не по воле его, а по мольбам и стенаниям вашим, и будет он, как вы знающий тайны своей, не ведающий пути своего, и будет он следовать, как все живущие в последние дни, но будет дано ему чувствовать крылья ангела своего, ибо имя ангела его есть Бог, и да свершится пророчество, ибо сказано, последние дни придет Спаситель за вас, и будет дана ему великая скорбь от рождения, и кровь великой скорби не дано ничего, и дал пророчество, и целение приложения, и ясновидение, и говорение языками ангельскими, ничего, но да будет услышан он по молитвам отчаявшихся, ибо просящий за вас есть проситель последний, и уже не дано будет такое вышество или ангела своего, ибо имя ангела Проситель за вас, и будет дана ему великая скорбь от рождения, кроме великой скорби не дано ничего, и дар пророчества, ни целения, наложением рук, ни ясновидения, ни говорения языками ангельскими, ничего, но да будет услышан он по молитвам отчаявшихся, ибо просящий за вас есть проситель последний, и других уже не дано. Аминь. Пророчество о том, и да свершится сказано в пророчестве, ибо сказано, обнажится дно моря на 7 дней, и откроется на тайны прошлого, и откроется путь от всего времени к началу мира, и откроется город древний, великий от тайны его, и откроется гром возле города, на котором стоит святыня, неприходящая, и взошедший на гром будет услышан, имя же тому, кто взойдет предсказанный. Аминь.
возвал Тебя, Господи. Из тьмы скорбей мира сего к Тебе я спася взываю. Господи, Господи, услыши вопль мой, внемли глаз умоления моего, на Тебя единого уповаю. Не воздай мне по беззакониям моим, и прости грех неведения моего, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй меня. Не отвергни меня от лица Твоего, и Духа Твоего святаго не отними от меня. Господи, Господи, прости дерзновение мое, ибо в пустыню сокровенную ныне вступаю, к престолу истины Твоей приношу воздыхание мое, и слова псалмопевца Твоего повторяю в сердце моем. Как сказано, кто обитает, Господи, в жилище Твоем, или кто посмеет уселиться во святую гору Твою. Надо уповает на Тебя знающий имя Твое, как сказано, сокроешь в тайне лица Твоего от мятежа человеческого. Господи, дай разумение сердцу моему, очищай греха, блуждающему от рождения своего, и возвыси дух мой многогрешный к пониманию истин Твоих. Ибо страшная пелена на глазах живущего в мире сем, и беспредельная тьма укроешь его. Не оставь меня, Господи, не отступи от меня. Вот я пред Тобой, Господи, и дух мой в руке Твоей, словно прах перед лицом ветра. Господи, Царю небесный, мириады звезд на ладони своей держащие, услыши вопль песчинки Твоей, ибо не из числа песчинкам Твоим и бесконечной пустыни времен Твоих. Как докричаться? Кто дерзнет возвести очи горе на сияние имени Твоего? Кто постигнет тайну Твою беспредельную? Господи, Господи, Боже мой, услыши рыдание сердца моего, яко блудный сын, к стопам Твоим припадаю. Даруй разумение сердцу моему, ибо страшен путь человека во мраке неведения слов Твоих. Но кому из смертных дано понимание сокровенного? Кому дано открыть покров тайны Твоей, название дня и часа, предсказанного Тобой? Кому? Огонь не свету на землю, сказал Ты. Что это значит? Ты предсказал нам конец мира, но не сказал почему. Разве у нас есть выбор? Ведь сказано, знаю, Господи, что не воля человека путь его, что не во власти идущего давать направление стопам своим. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. На Тебя единого уповаем, как сказано. И не будет забыт нищий, терпение убогих не погибнет до конца.
всех. Понимаю, мы увечны за чужие грехи страдающих. Избранных твоих. Их-то за что мучить? За что им проклятие эта жизнь? Зачем им жизнью мучиться? Дай им умереть. Выпусти их отсюда. Отпусти с миром. Все в этом мире проклято. Все обречено, все погибнет. Все в этом мире есть ложь. И я молодец лжи. Ты сам сказал, весь мир возле лжи. И нет ни одного правильного. Ни одного. Ты сам так сказал. Выпусти, Господи! Кто здесь?